Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Сентябрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и 3 главных события. Давайте узнаем подсказки карт. У нас сегодня 2 колоды. Колода поддержки патронажа ангелов и вторая колода 78 дверей. Обе колоды, они больше имеют изображение метафорических карт и подают эти самые изображения с позиции позитивной психологии. Поэтому давайте будем быть чуточку добрее к самим себе, где-то себя не пришпоривать. И ваш как раз знак зодиака и тем и отличается, что вы умеете видеть альтернативные варианты. И, пожалуй, в наше турбулентное время это очень важно, потому что мы привыкаем жить по какому-то шаблону, и часто он нам мешает получить больше каких-то бонусов или быть попросту более счастливым. Мы словно упираемся в какое-то свое видение ситуации, и неважно, чего это касается. И уже где-то по привычке что-то можем продолжать. И вот где-то отчасти тут Плутон, планета в сентябре, с первых дней как раз сентября, завершит последний реверанс в знак зодиака Козерог. И вернет нам, может быть, на доработку некоторые вопросы или поставит какую-то ситуацию или нас в конечном итоге перед выбором. Кроме этого, большая ретроградность вообще в течение осени будет. Много серьезных планет, игроков на небосклоне астрологическом будут в ретро-движении. Опять же, повторюсь, либо выбор, либо что-то мы должны все, не только ваш знак зодиака. Это будет всех нас касаться. Мы должны с чем-то определиться и после организовать как будто свою жизнь по-новому. У меня есть, и я оставлю ссылки в описании под видео, ряд видео есть и на осень, есть и до конца 2024 года. Кроме этого, на моем сайте есть гороскоп планетарный для всех знаков зодиака. Перейдите, почитайте по ссылкам, найдите, что вам интересно. И я, вот именно если мы говорим о гороскопе планетарном, я его постаралась создать с учетом вот этой большой ретроградности где-то. Есть часть вопросов, которые мы сейчас, может быть, и не можем решить. Но, по крайней мере, сделать выбор внутри себя самого, чего же я в конечном итоге хочу получить. Потому что не только сентябрь, не только месяцы осени, а если мы говорим про ретро-уран, который в знаке зодиака Телец, Телец – олицетворение нашего благополучия. Так вот, этот транзит закончится аж 30 января 2025 года. Поэтому несколько продолжительный период. Или тот вопрос, которым вы можете или сами его вернуть, пытаться все расставить по местам, или пространство, нам, назовите это так, возвращает словно доработку, в чем-то мы должны определиться. Мы можем это продолжать где-то и в начале 2025 года. В целом это могут быть как и смена каких-то соглашений, контрактов, пересмотр, может быть, каких-то договоренностей, но это все к тому, чтобы мы больше имели каких-то возможностей, чтобы нас какой-то балласт не тянул назад. Мы идем вперед. И в нашем традиционном раскладе, ежемесячном, первая карта, первый вопрос. Что придет? Возможно, это те энергии, которые, наиболее актуально вы можете прочувствовать. Или вам какой-то стратегии, тактики нужно придерживаться, вот как направление взять именно в эту сторону. Итак, что же это придет? Вторая карта, что уйдет? Может быть, и конкретный кто-то уйдет, хотя больше значений в эту карту, в этот вопрос я вкладываю с позиции, когда мы что-то начинаем и завершаем. Или мы что-то продолжаем, может быть, и тоже подводим к какому-то итогу, знаменателю. Мы с чем-то определяемся, иными словами. Что будет продолжаться? Чем не соблазняться, иными словами, что нам может помешать? На что соглашаться, что будет помогать, и чего опасаться. И вторая колода, 78 дверей. Принципиальное значение имеют двери, открытые они или закрытые. И каков ключ, как нам его найти. Действия как раз показывают наши на этой колоде, как совет звучит, что мы должны проработать или учесть. Итак, 3 главных события и 3 карты мы с вами достанем.
чего это будет касаться? С чем это может быть связано? Что же придет, мои дорогие водолеи? Вот смотрите, правда, какие-то знаменатели вы будете подводить, какие-то итоги. Мелкая карта вам приглашает вас просто-напросто вот открыть глаза буквально на какую-то реальность. И мелкая карта говорит о каком-то досадном недоразумении. Может быть, в вашей жизни вы придаете чему-то слишком большое значение. А дело, ну, практически, как говорят, в шляпе. То есть не имеет под собой какой-то значимой основы. У кого-то это могла быть буквально иногда ссора. И значит, есть возможности помириться, и это точно. Примирение, если есть те союзы, когда вы хотите примириться, может быть, оппонент, человек тоже настроен на примирение, но каждый все в нерешительности первый шаг не может осуществить. Поэтому с чем-то разобраться вы точно сможете. По этой карте проходит иногда разочарование, или иногда и апатия проходит. И конкретно в этой колоде потеря какая-то или утрата в чем-то. Наше сожаление, потому что мы сделали что-то неправильно, и мы это понимаем. Но нам говорят, не утрируй, ведь мелкая карта, всего-навсего 3 кубка с молоком разлились. И наша задача увидеть наши возможности. Что придет? Вам как-то по-другому нужно оценить ситуацию, мои дорогие водолеи. Потому что, скорее всего, то, чему вы придаете какое-то глобально большое значение, или, может быть, это как ваш метод, способ действия. Не получилось у вас что-то осуществить. В одних дверях, допустим, в одном кабинете с одним чиновником. У вас не получилось оформить какую-то важную бумагу. Зайдите в другие двери, там другой чиновник. Ну, не обязательно будет лучше, но, по крайней мере, зайдите даже в прежние двери, но с улыбкой. Сделайте какой-то, сломайте шаблон, мои дорогие водолеи. Вот это приходит, потому что действовать нужно по-другому. И, наверное, если вы прежде в чем-то ошиблись, значит, мы принимаем эти ошибки. Мы себя не буквально истязаем из-за этих ошибок, а мы идем дальше. Ну, ошибся сейчас, еще 100 раз ошибусь. В этом, наверное, и состоит фокус нашей жизни или быть счастливым, когда мы допускаем, позволяем себе право ошибаться. Вот об этом говорит карта. Это для вас, по крайней мере, будет важно. Что же уйдет? Король Земли – это тот, который, ну, буквально, с одной стороны, великий консерватор, с другой стороны, это тот человек, который нам готов прийти на помощь. По этой карте могут проходить вопросы, когда мы решаем, согласовываем как раз по документам или с банками, мои дорогие. Или все-таки Земля – Пентакли, какие-то жилищные вопросы, имущественные вопросы, откуда к вам приходят деньги. Будьте очень внимательны, чтобы что-то не разрушить именно из-за того, что вы видите, что какая-то история либо не может продолжаться, либо вам нужно изменить как будто свое отношение, а вы думаете, что даже если я изменю свое отношение или я, ну, несколько переиграю, как бы изменю свою тактику, все равно ничего не изменится. Вам чего-то важно не упустить именно из-за того, что вы в каком-то своем аспекте видите либо отношения, либо, может быть, вопросы, которые тоже где-то через отношения могут быть. Отношения с людьми на работе, например, или какой-то наш социум. Но вообще по этой карте идет реализация. И если мы спросили, сможем ли мы реализовать свой план, так, чтобы подвести что-то к итогу? Нам карта однозначно говорит «да». И поставить в чем-то точку, все расставить по местам. Потому что у короля Земли все как раз и как и контролируется, так он и знает, откуда ноги растут или откуда, что взялось, каким образом создалась та или иная ситуация, произошло то или иное событие. Все под контролем, мои дорогие. Поэтому что уйдет? В течение сентября, благодаря вашему контролю, вы можете решить даже те вопросы, словно повернуть вспять. Из-за чего вы переживали, из-за чего вы разочаровывались. Потому что нет какой-то значимой преграды, понимаете? Вам важно увидеть возможность какую-то альтернативную. Я не могу, конечно, отрицать и другого момента. У кого-то это могут быть вопросы, связанные с личной, допустим, жизнью, или, может быть, конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии Земли.
Телец, Дева, Козерог. Может быть, и какие-то родственные взаимосвязи. Нам карта не говорит о том, что буквально человек уходит. Но, может быть, наша жизнь не бывает полностью предсказуема, увы. И возможно, что вы пересмотрите какие-то отношения. Или человек тоже что-то может пересмотреть. Поэтому будьте внимательны. У вас большой потенциал как-то обойти любую ситуацию. Это точно. Давайте, что будет продолжаться? Победа в финансах, правда, вы сумеете что-то реализовать, как свой какой-то очень важный план, сумеете переиграть, изменить способ, изменить, ну, может быть, у кого-то ваши отношения, ваше поведение, или сломать какой-то шаблон, ведь это, по сути, карта победы, это карта выздоровления, для кого-то может это быть актуально. Если вы сейчас не очень себя хорошо чувствуете, значит, не нужно тут впадать в отчаяние, а нужно обратиться к специалисту, тогда для кого-то из вас это будет как смена врача, мои дорогие, как подсказка. Измени. Посмотри какой-то альтернативный вариант, альтернативное обследование. Послушай, что сказал не один врач, а может быть несколько. Обратись к узкому специалисту. Вот иногда и так может сказать. То есть как будто вопрос может быть решен в других дверях, в других инстанциях, с другим человеком. У кого-то по части дела, работы, бизнес и деньги. Именно об этом вот нам говорят карты. И так или таким образом, с помощью таких людей у вас может решиться вопрос. И здесь и как помощь приходит к нам, что будет продолжаться, и какая-то поддержка, или конкретные деньги, зарабатывание денег, может быть, новые способы заработка, ведь это всегда карта новых финансовых возможностей, поэтому какие-то возможности новые открываются, но каким-то другим путем. Я каждый раз... Мы третью карту открываем, и нас возвращают к самой первой карте, мои дорогие. Потенциал у вас большой, но есть какая-то составляющая внутри вас, мои дорогие водолеи, которая как, ну, не побоюсь этого слова, словно заноза оборачивает вас в какую-то прежнюю историю или в какое-то прежнее видение ситуации. А нам все говорят, да нет, все стабильно. Это ты как-то больше какого-то мрака можешь нагонять в любую ситуацию или в любую сферу жизни. Будьте внимательны. Чем не соблазняться? Ну, правда, какой-то прокрастинацией. И где-то 5 воды, дальше у нас 7 воды. И если здесь какая-то апатия, вот разлилось молоко, 3 кубка с молоком, и уже прямо мы света белого не видим. Девушка у нас буквально глаза закрыла и боится смотреть. Ох, какой ужас! Лужа молочная вокруг, и она в центре. И где-то 7 кубков нам говорит о том, что за витриной расположен, обратите внимание, 7 прекрасных кубков, но витрина так несколько запылилась, мы никак не можем открыть дверцу, мы не можем стряхнуть эту пыль прошлого или какой-то прежний шаблон. И вот эта нерешимость нам просто мешает. Как и открыть глаза, как и достать этот кубок, как и принять какую-то новую реальность, так и, может быть, приступить к какому-то делу или к реализации какого-то проекта, или к тому, что мы просто-напросто откроем какие-то другие двери, как я уже говорила. Этим никогда не нужно соблазняться. На что же тогда соглашаться? Ну, еще нам как раз говорят о вашем потенциале. 10 земли или 10 пентаклей. И это, как и возможности наперед, это уверенность в сегодняшнем дне. Безусловно, это карта традиций, когда нас все радует. Это и помощь, какая-то взаимопомощь близких. Причем это только те люди, которые проверены нами. Это решение каких-то семейных, может быть, вопросов или вопросов, связанных с вашим переездом, со сменой места жительства. У кого-то может это совпасть. Может быть, решиться как раз нужно. Оформление каких-то важных документов, хоть и пентакли, но часто проходят именно бумаги какие-то важные. Вот здесь что бы ни было, все со знаком плюс. Поэтому то, что, вот знаете как, позволить себе право ошибаться, если мы подведем итог, это для вас как задача номер 1. И идти в том направлении и с теми людьми, которые надежны. Если мы говорим про организации, то это тоже, которые надежные, не однодневные, не какой-то фейк. И если какие-то предложения вы рассматриваете, мои дорогие водолеи, их тоже нужно просчитать.
Они тоже, понимаете, должны иметь под собой какую-то реальную основу. И иначе будут какие-то разочарования. Вот нельзя вдохновиться каким-то однодневным проектом или предаться какому-то азарту или пустым надеждам. Посмотрите, у вас 3 пентаклевые карты. И это в первую очередь, то, что имеет под собой базу и основу. Это то, что нам придает уверенности в сегодняшнем дне, и благодаря чему мы с уверенностью смотрим в завтрашний день. Чего опасаться? Какого-то импульса. Вот, кстати, в этой колоде карт идет буйство. Вот как ни странно, правда? То есть, знаете, как какой-то инсайт, может быть, внутренний. С одной стороны, это здорово, если это творчество. А с другой стороны, если это выражается через наше поведение, когда... бывает же, мы все живые люди, когда нас уже, вот есть такое выражение, достало, или когда уже какой-то предел мы перешли, да, и хочется сказать, что мы думаем, или хочется быстрее все, может быть, даже разрушить, лишь бы меня это больше не мучило. И вот этого нужно опасаться, вот этого сильного импульса конкретно. Прекрасная карта, и пусть не в этой колоде, королева жезлов нам говорит о том, что королева жезлов умеет хранить молчание. Она хранит свои тайны и чужие. Она умеет работать с большим объемом информации и распоряжаться деньгами. Она обладает определенным магнетизмом. Может быть, где-то карта подсказывает, чего опасаться. Есть конкретный человек, с которым нужно быть настороже. И, возможно, человек рожден под знаком зодиака. Стихия огня это или имеет асцендент. Это у нас Овен, Лев, Стрелец. Но это так косвенно. Почему? Потому что часто, пусть не в этой колоде карт, но я все же скажу, человек умеет хранить, как я уже произнесла, озвучила свои тайны, но он несколько на своей волне. Вы никогда не узнаете, что он для себя планирует, что он думает. Он может где-то в любой момент изменить направление, а вы об этом не будете знать. Может быть, в этом контексте, говорят вам карты, будь осторожен, прими альтернативный вариант, что не все золото, что блестит, или где-то тот импульс, который тебя может поглотить вначале, да, сильный, действовать вот как по своему какому-то усмотрению, а тебе нужно еще учесть какие-то внешние события, чтобы не разрушить буквально что-то, чтобы себе не навредить. Но и с людьми нужно быть тоже очень аккуратными. Опять же, не на импульсе. Посмотрите, я расцениваю эту карту именно больше с позиции как жезлы. Это вот тот огненный азарт, который нас посещает иногда и который заставляет с места в карьер куда-то что-либо не успев додумать, обновлять как-либо ошибку, либо самому себе мешать. Вот этого следует опасаться. Давайте смотрим. События. 3 важных главных события. И если мы говорили так вскользь какую-то ситуацию про врачей, то нечего додумывать, а действительно нужно обратиться, может быть, к одному специалисту, ко второму, к третьему, к узкому более, который занимается подобной проблемой. У нас вообще 5 пентаклей где-то вторит 5 воды. Мелкая карта – это когда наши ожидания, которые никак ничем не заканчиваются. Или когда нам нужно что-то именно изменить. Это всегда недостаток. Или изменить недостаток в деньгах, или изменить недостаток по части взаимопонимания. Может быть, как войти в другие двери или для себя самого. Важное событие, если мы говорим. Держать под контролем постоянным. Как и общение в вашем социуме, как и с людьми более дальнего окружения, чтобы было постоянно как баланс взаимопонимания и одновременно не навредить себе по финансам. Общение и деньги – вот 2 составляющих направления, которые могут быть для вас взаимосвязаны. Давайте мы узнаем, чем же дело кончится. Все хорошо кончится, если вы рассмотрите вот эти 2 карты, они для вас как помеха. И если вы, правда, какой-то изменяете шаблон, то праздник после победы вам уже обеспечен. 4 жезлов. Это когда, если мы говорим закрытые двери, вот эта дверь, она никогда не откроется. И значит, вы, если будете действовать как по какому-то застарелому шаблону, нам показан человек в возрасте, и он находится среди какой-то амбулатории не самого высокого ранга явно,
Вот он действует как по привычке, понимаете, а ему как будто надо в другое место пойти. И здесь нам карта говорит, да, да, вот эта дверь, она не откроется. Но в этой карте, посмотрите, праздник. Это очень бледная такая невзрачная карта. А здесь посмотрите, сколько цветов за окном. Как будто радуга играет. Внешне как раз холод, стужа, снег. Но дверь закрыта. Все в сборе. Все самые надежные, любимые, кому мы можем доверять, я уже об этом говорила, они как раз рядом с нами. И сама по себе вот этот праздник, который мы можем разделить с друзьями, с нашими единомышленниками, с нашим, может быть, окружением не самым большим, но с которым мы чувствуем себя наиболее комфортно. И те люди, которые за нас способны как и порадоваться, так и прийти нам на выручку. Может быть, решение каких-то вопросов будет еще зависеть от взаимодействия с правильными людьми, мои дорогие. Может быть, вам будут помогать буквально друзья, близкие, родственники. Все ведь зависит от того, чего касается вопрос. У кого-то это может быть согласование документов в высоких инстанциях, я имею в виду чиновников, которые связаны с имуществом или с какими-то денежными вопросами, какие-то соглашения. А для кого-то это может быть и по работе, опять же, и тогда договориться, даже если какая-то прежде была конфликтная ситуация, вы тоже можете. Но как-то по-другому себя просто вести, рассмотреть какой-то альтернативный вариант. Чем сердце успокоится. Я не могу сказать, что вы можете расслабиться. Десятка жезлов будет усталость, это первое. И принять во внимание, что вам придется как будто выйти из этого шаблона и продолжать действовать в каком-то совершенно новом ключе. Нам показан человек, который буквально бьется в стеклянную дверь, пытаясь ее открыть. Но все люди проходят мимо. На человеке взрослом шутовской костюм, и нам показывают аллегория такая, как гротеск, что он выглядит не так, как все. Вы можете себя отчасти ощущать, ну, как-то дискомфортно, может быть, даже по работе, может быть, вы оказались в новом коллективе, или, может быть, новый руководитель, окружение вокруг вас тоже как бы меняется, и тогда вам нужно измениться самим. По крайней мере, может быть, деталь в имидже. Ведь люди нас встречают по одежке, это провожают по уму. Но первое впечатление, оно самое яркое. Оно западает в душу или в память, как мы говорим. И у нас девочка, которая наблюдает за вот этим человеком, и она не собирается ему помогать. Руки у нее скрещены за спиной. Но ей буквально интересно именно наблюдать. Где-то за вами могут наблюдать, мои дорогие водолеи. Будьте внимательны, правда. Чем дело кончится? Или какую вы какую-то стратегию, тактику выберете? Или вы махнете на что-то рукой, или где-то благодаря импульсу или неправильным каким-то советам вы как будто разрушить что-то можете. Вот правда, есть. Я не утверждаю для всех. Но кому-то одному, двум. Может быть, это важно услышать, а нужно сделать что-то по-другому. Здесь какая-то конфронтация именно мешает. И если мы настаиваем на своем, мы же не можем открыть эту дверь. Так вот, девочка наблюдает, способен ли взрослый человек открыть эту дверь, ведь она открывается не от толчка вперед, а ее нужно легко потянуть на себя. Как будто выход в другой стороне. По-другому совершенно вам нужно действовать. И если мы спросили, вот где-то сердце успокаивается, что да, вы сможете открыть эти двери, любые, мои дорогие. Вы даже видите, что происходит за этой дверью. Но, с другой стороны, когда вот этот человек откроет, представьте себе, он открыл эту дверь, и вот он вышел наружу. И он себя будет чувствовать дискомфортно в этом шутовском костюме. Потому что все одеты несколько иначе. Поэтому для кого-то будет вопросы как имиджа, или, может быть, вы что-то будете, это как имидж и здоровье, улучшение вашей бодрости, самочувствия. Кто-то самим собой займется, может быть, в сентябре. Именно для того, чтобы чувствовать себя более ресурсным. Но как будто другая какая-то общность будет или другой социум. Я такое могу предположить. Поэтому вообще карта говорит: отдыхай буквально. Уставшие люди делают ошибки, иначе ты и не видишь, как эти двери открываются с другой стороны. Не обязательно, чтобы все люди разделяли наши взгляды. Тогда
Мы не настаиваем на своих взглядах. Все мы разные. Все зависит от того, как мы сумеем договориться. И наш какой-то ближайший круг общения. Второе событие. Ух ты. Десятка пентаклей и десятка кубков, мои дорогие. Карта радости, карта счастья, карта семейного счастья. У кого-то это могут быть вопросы, которые буквально связаны с бракосочетанием или решением вопросов, может быть, по вашей прежней какой-то брачной истории. Все же у каждого здесь свое что-то. Но это когда мы получаем тот итог, которому мы рады в конечном итоге. Правда, у вас получится что-то реализовать. И это, ну, знаете, как жизнь с чистого листа. Буквально двое выходят в открытые двери. Есть какие-то партнерские отношения, очень радостные, очень счастливые. Хотя я не исключаю, что это будут и вопросы не только по части личной жизни, но и десятка кубков говорит о нашем в целом благополучии. Поэтому где-то вторит десятки пентаклей или десятки земли. Чем дело кончится? Какое-то радостное очень событие. И вот правда, будьте внимательны к информации. Вот я говорила по королеве жезлов, она умеет хранить молчание. И она умеет хранить секреты. И вы тоже храните секреты. Может быть, это вы узнаете какую-то тайну, которую вы должны будете сохранять. Не проболтаться для вас будет важно, мои дорогие водолеи, точно. Иначе, знаете, как сорока на хвосте принесла. Вы кому-то сказали по секрету, а тот трезвонил на весь мир, и в итоге все это вернулось к вам через того человека, который о себе узнал эту правду. И это может быть как создание конфликта. Вы будете, может быть, даже знать больше, чем вы бы хотели или чем вы собирались. Чем дело кончится. Нет ничего возможного, невозможного или нет ничего того, что от вас бы хотели утаить. Тут правда становится явью. Или случайно, или даже удачно услышанная вами новость должна быть проанализирована и каким-то образом использована на благо себе, но не для обсуждения. Каким-то образом вам, ну, как наводящая какая-то тема или какая-то случайная информация вам буквально может помочь организовать какой-то вопрос. Будьте внимательны к информации. Чем же сердце успокоится? Тоже не успокоится, невозможно успокоиться. Здесь десятка жезлов у нас, а тут выпадает паш мечей, и в этой колоде карт вы можете быть в любой позиции из показанных персонажей. Обратите внимание, закрытых дверей нет. И здесь-то тоже, хоть и дверь закрытая, но словно девушка телепортируется, поэтому вы все можете держать под контролем. Но если мы говорим про конкретно пажа мечей, это вы можете быть как мужчиной, который сам открывает эти двери. Тогда учтите, что за вами наблюдают, и вы где-то должны быть осторожны. Мы говорили, не проболтаться или не поддаться какому-то импульсу. Такое тоже может быть. Может быть, чересчур, будучи самоуверенным. Все же нам такой представительный джентльмен показан. Но вы можете быть и со стороны пажа мечей. Вот она, двойка жезлов. Когда вы наблюдаете и узнаете какую-то информацию, правду, тайну, и вам каким-то образом это полезно. Вы в чем-то убедитесь, я бы сказала так, в течение сентября. Давайте посмотрим третью карту. Можно ничего не открывать. Карта мага – это карта возможностей, когда вы должны соединить какое-то ваше желание с реальными событиями или реальной ситуацией, с вашими возможностями. Что-то, может быть, согласовать или с кем-то примириться, составить важные документы. Но, пожалуй, по этой карте мага нет как раз ничего невозможного. Но это, помним, великий манипулятор. Вы можете также столкнуться с такими, где-то будьте внимательны и осторожны. Вам пространство, Вселенная дает действительно какую-то уникальную возможность. Но ваша задача это увидеть через какой-то, ну, может быть, иррациональный метод ваших действий. Чем дело кончится? У вас сильная позиция, правда? Нам вторая колода карт говорят об этом. Чем же дело кончится, мои дорогие водолеи? Правда, вы со всеми можете договориться. Могут быть какие-то предложения, как и по работе. Все-таки жезлы – это у нас дела, работа, бизнес, деньги, повторюсь.
и какие-то подарки, какие-то бонусы, какие-либо приглашения, предложения, и перед нами открывают двери. Или вы сами кому-то будете открывать двери. Но чаще паж жезлов – это наше решение по поводу какого-то конкретного вопроса, что мы хотим это дело продолжать. И чаще это все же бизнес-дела или вопросы по работе, или по заработкам, или у кого-то это может пройти, что вы намереваетесь изучить какую-то новую область деятельности или для себя обрести новые навыки, как скиллы, которые в последующем вы можете приложить именно для зарабатывания денег. Хотя я могу сказать, и у кого-то в личной жизни это может проиграться. Перекладывайте на себя. Вверху карта мага. Вы можете взаимодействовать, по сути, так, как вы захотите. Но сделать это нужно элегантно, без эмоций. Магом можно быть только тогда, когда нет никаких эмоций, никакого импульса. Причем эмоций, как и со знаком плюс или какой-то, знаете, восторг, так и нет никакого разочарования. У мага нет эмоций вообще, они ему мешают жить. И он это понимает. Он ставит перед собой цель, и он найдет 1001 способ добиться желаемого. И вам в этом направлении. Тогда у вас все получается. И неважно, чего касается вопрос, вы остаетесь довольными. Чем сердце успокоится. Тут что-то по закону. Магом быть, как будто вам, как вселенная, да? Или мы вторим где-то карте десятка кубков, у кого-то, правда, пройдут важные согласования высоких инстанций, подписание договоров, может быть, или подписание, или смена, какая-то коррекция каких-либо соглашений брачных, может быть, у кого-то договоров, или это пусть будет касаться вашей работы, или важных каких-то бумаг. Может быть, отчасти это будет связано где-то и с переездом, или с вашей работой, с изучением мы говорили. И если меня смотрят люди, которые, вы именно преподаватель, здесь все что угодно, хоть до написания диссертации. Если вы хотите получить очень высокую должность, мои дорогие водолеи, нет ничего невозможного. И я так думаю, что до конца января должность будет у вас в кармане. Но вам нужно быть магом. Никаких эмоций. Ставьте перед собой задачу, и вы ее достигнете. И если исключите эмоции и будете действовать как-то альтернативно. Верховный жрец как раз показывает, что нам что-то приходит по судьбе. Но это не буквально сваливается, как манна небесная нам на голову, от наших правильных действий, от какого-то нового взаимодействия приходит то, о чем мы мечтали, о чем мы желали. И это как будто сама Вселенная нам помогает. Перекладывайте на себя, мои дорогие водолеи, очень интересный период. Не только сентября, но и осень для вас. И последующий вот этот заход на январь. Я вас люблю, мои дорогие. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.